Всем привет! Сегодня я поведаю вам неизвестные истории любимого места всех харьковчан – Харьковского зоопарка. Возможно, истории эти не такие уж и неизвестные, но большинство о них может не знать. В чем же секрет безграничной любви харьковчан к своему зоопарку? Возможно, дело в преемственности. Любовь к этому месту передается по наследству, от поколения к поколению. Наши родители приводили нас в зоопарк, потом мы приводим туда своих детей. А харьковчане старшего поколения видят в современных локациях нового зоопарка старые, знакомые с детства места. Давайте немножко предыстории. История создания зоопарка начинается с 90-х годов 19 столетия, когда в городе, на земле, принадлежащей Харьковскому университету, решили создать акварий, то есть аквариум. Первыми спонсорами нашего зоопарка выступили лучшие горожане того времени – профессора университета, харьковский губернатор, купцы и промышленники. Сумма взноса для них была 1000 рублей. Простые горожане тоже могли поучаствовать, но за менее значительные взносы в размере 5 рублей, за что получали право пожизненного бесплатного посещения, и Харьковский зоосад начал свою историю. Мы не будем сегодня подробно вдаваться в историю появления Харьковского зоопарка, потому что на канале уже есть видео, где я подробно рассказываю всю историю от начала создания и до наших дней. Ссылку на то видео я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. А сегодня мы заострим внимание именно на интересных историях, связанных с Харьковским зоопарком. В январе 2000 года случилась трагедия. Умер старожил зоопарка слон Асам. Асам, родившийся в Индии и с 4 лет выступавший в мюнхенском цирке, попал в Харьков в 16-летнем возрасте. По легенде, Асам отказался выполнять некие трюки и травмировал дрессировщика, за что и был отдан в зоопарк. Но работники зоопарка, работавшие позже со слоном, утверждали, что Асам был дружелюбным и отличался тонкой душевной организацией, не выносил криков и насилия, и что в цирке слон ответил агрессией на жестокое обращение дрессировщика. Асам до последних дней умело жонглировал, мог делать стойку, танцевать и играть в мяч. А еще говорили, что Асам мог предсказывать неприятности. Однажды посетитель зоопарка зашел в вольер к бегемоту. Тогда слон громко затрубил и бросил канализационный люк в сторону бегемотника, привлекая внимание сотрудников. После смерти Асама в Харькове была объявлена акция «Купим городу слона». И хоть денег харьковчане собрали совсем немного, времена были не самые благоприятные, но моральную поддержку оказывали немалую. В многочисленных интервью, взятых у горожан для радио и телевидения, не раз упоминалось, что не одно поколение харьковчан выросло с детскими впечатлениями, когда родители, бабушки и дедушки водили в зоопарк посмотреть слона. Высказывалась мысль, негоже такому городу, как Харьков, не иметь в зоопарке слона. Так, при поддержке местного депутата Александра Фельдмана, общими усилиями городских властей и ряда организаций была проведена полная реконструкция дома слонов, благодаря которой помещение было благоустроено, и в Харькове появилась слониха Тенди, и через 2 года и слон Аун. Зимой 2014 года Харьковский зоопарк фактически лишился финансирования. На протяжении нескольких месяцев государственная казначейская служба не давала разрешения на финансирование поточных трат, в том числе и на приобретение кормов. Животные начали голодать. В марте директор зоопарка Алексей Григорьев обратился за помощью к харьковчанам, ведь каждый купленный входной билет мог спасти от голодной смерти животных. За считанные часы информация о трудностях зоопарка распространилась среди горожан. Харьковчане активно посещали зоологический парк, вносили пожертвования и приносили продукты питания для животных. Картофель, свекла, морковь, кукуруза, бананы, персики, различные крупы, растительное масло. Только за сутки удалось собрать около 6 тонн продуктов и тем самым спасти зверей. На призыв откликнулось более 80 тысяч небезразличных харьковчан,
которые за несколько дней посетили зоопарк, и таким образом на пропитание животных, продав билеты, удалось собрать 940 тысяч гривен. В виде пожертвований было собрано еще около 200 тысяч гривен. Харьковчане восхищались поступком второклассника Егора Лукашина, отдавшего свои накопленные на смартфон деньги голодающим животным. Так харьковчане опять спасли свой зоопарк. Оккупация Харькова 1941-1943 годов – самое тяжелое время для зоопарка. Осень 1941 года. Мешки с зерном и картофелем, спрятанные в ямы недалеко от ботанического сада. Корм для животных, хоть и в минимальном количестве, но есть. Его нужно выкопать и донести до вольеров, а среди сотрудников практически одни женщины. Так начался один из наиболее ужасных периодов в истории Харьковского зоопарка. Для страны оказалось важнее эвакуировать заводы и научные учреждения, чем животных. Оставленных кормов катастрофически не хватало. Зоопитомник в Дергачах оказался в ведении Дергачевского районного бургомистра. Животные голодали, но больше страдали от холода, ведь помещения практически не отапливались. Но именно с этим сложным периодом связана одна из самых знаменитых легенд Харьковского зоопарка. В обезьяннике, как и во всем зоопарке, было очень холодно. Сотрудницы пытались топить небольшую буржуйку, но это мало помогало. Поэтому обезьяны тесно прижимались друг к другу, тем самым согревая себя. Однажды утром 3 макаки Резуса, Гектор, Дейзи и Рози прорвали сетку и убежали в сад Шевченко. Их поиски были безрезультатными. Беглянки оказались в пустующем здании Госпрома и прятались в шкафу одной из комнат, где вскоре обезьянок обнаружили окрестные жители. Они украдкой кормили беглянок. Однажды обезьян заметил немец полицейский и выстрелил. Дейзи, раненная в живот, скрылась в подъезде и побежала к друзьям, Гектору и Рози. Потом обезьянки забрались в жилой дом, провели время холодов на чердаке, а весной снова перебрались в Госпром. После освобождения Харькова от нацистов служители зоопарка отправились их ловить. Удалось поймать только Гектора. Он гневно и тоскливо кричал. Ночью на его зов пришли верные подружки Рози и Дейзи. Лаской и вкусняшками удалось заманить их в клетку. Так обезьяны снова оказались в зоопарке и стали одними из немногих животных, переживших войну. А в зоопарке в память об этих легендарных обезьянках поставили памятник. Еще одна легенда той войны – сбежавший жираф. Жираф сбежал из зоопарка после разрушения вольера и прятался в подъезде полуразрушенного дома недалеко от зоопарка. Анна Семеновна сохранила воспоминания о рассказах своего деда, которому в 1941 году было 8 лет. Мы жили в пятиэтажном доме в начале улицы Чичибабина. Несколько домов вокруг были частично разрушены. В один из подъездов через дыру в стене как-то ночью забрел настоящий жираф из зоопарка. Сначала мы все ходили смотреть на него. Потом выпрашивали дома еду, кому что дадут, кто картошку, кто кусок хлеба, и ходили его кормить. Чтобы покормить жирафа, надо было подняться на второй этаж лестничной площадки. У жирафа постоянно толпились дети, приходили даже издалека. Конец у этой легенды грустный. Спустя 3-4 дня жирафа застрелили немецкие солдаты. Вроде бы им захотелось попробовать его мясо. Правдива ли эта легенда, сказать сложно. Спустя всего неделю после освобождения Харькова в 1943 году наш зоопарк уже заработал и принимал посетителей. А коллекция животных очень пополнилась за счет трофеев. Животных из немецких зоопарков. И одним из первых из Германии привезли именно жирафа. В 1960-1970-е годы зоопарк хотели перевести в пригородную зону и значительно увеличить его территорию. Наиболее приемлемой оказалась зеленая зона площадью 140 гектаров, ограниченная поселками Большая Даниловка, поселком имени Жуковского и окружной дорогой. Здесь предстояло выстроить новый зоопарк, этнографический музей и медицинский городок.
Из центра города к зоопарку собирались пустить особые маршруты автобусов. Но стоимость проекта составляла невероятных 70 миллионов советских рублей. Такую сумму не потянула даже плановая советская экономика. И наш зоопарк остался на прежнем месте, в саду имени Тараса Шевченко. Очень похоже на наш нынешний проект Фельдман Экопарк. С той лишь разницей, что к середине 1970-х годов ежегодная посещаемость зоопарка превысила 1 миллион человек, достигнув своего максимума в 1 200 000 посетителей к середине 80-х. Конечно, работа с животными полна опасностей. Для посетителей животные лишь милые живые персонажи, выставленные на обозрение публики. А для служителей зоопарка непосредственное общение с животными порой смертельно опасно. Это ежедневная работа. Но, как правило, далее небольших травм дело не заходит. Самый серьезный инцидент с участием работника зоопарка и животного произошел в 2015 году. Слониха Тенди неудачно приложилась к ведущему научному сотруднику Олегу Грищенко. В результате человек получил открытый перелом руки, которую в больнице ампутировали до локтя. Сотрудники ветеринарной службы зоопарка объяснили, что произошло совершенно случайно. В самом зоопарке инцидент рассматривался как несчастный случай. Говорят, Грищенко просто шел мимо Тенди и дружески похлопал ее. Все случилось очень быстро. Это была чистая случайность. Рука попала между элементами ограждения, а слон придавил, и все. Такое бывает, говорили в зоопарке. Слон большой, а человек маленький. Хуже, когда сами посетители пренебрегают мерами безопасности и забывают, что в зоопарке содержатся опасные животные. Так, в 1981 году нетрезвый посетитель перелез через невысокое ограждение бегемотника и был немедленно атакован животным. Мужчина погиб. А 30 июля 2001 года 18-летняя девушка решила искупаться в озере, где ее едва не растерзал бегемот. Трехтонная самка гиппопотама по кличке Маша сразу же напала на чужака, и лишь работникам зоопарка, подбежавшим на крики, удалось отобрать жертву бегемотихи. Потерпевшая была госпитализирована в городскую больницу скорой помощи, где ей была сделана операция на тазобедренном суставе. А знали ли вы, что харьковскую бегемотиху Степаниду, которая сегодня живет в Харьковском зоопарке, 15 лет считали Степаном? Подвох раскрылся, когда Степана Степаниду пытались скрестить с другой самкой. Но почему-то ничего не получалось. Тогда и оказалось, что Степан на самом деле Степанида. Крокодил из Харьковского зоопарка – настоящая живучая легенда. Вы знали, что его челюсти сжимаются с силой, которую почти невозможно представить? Он обладает одним из самых мощных укусов среди ныне существующих на планете животных. Но на вид ведь он такой хорошенький. Жилье в Нагорных районах Тихого центра, которое непосредственно прилегало к бывшей улице Спуск Пассионарии и улице Чичибабина, в советские времена считалось престижным. А в начале 90-х быстро разбогатевшие новые украинцы активно скупали квартиры в этих домах. Но харьковские нуворыши не учитывали один нюанс – близость зоопарка. В те времена вольеры с парнокопытными, в частности с дикими ишаками и дикими лошадями, располагались на окраине зоопарка вдоль улицы Спуск Пассионарии. А у этих животных есть одна неприятная особенность. Во время брачного периода они очень громко и очень немелодично кричат. От их любовных серенад не спасали даже качественные новомодные металлические окна. А брачный период у ослов при благоприятных условиях длится с весны по осень и с марта по сентябрь. А 5 сентября 2022 года в Харькове из зоопарка сбежала шимпанзе. Очевидцы опубликовали многочисленные видео с разгуливающим по городу животным. Директор зоопарка Александр Григорьев подтвердил, что животное в тот же день вернули на место содержания. Он не захотел рассказать подробности, но многие очевидцы видели обезьяну, которая гуляла возле Национального университета имени Каразина и на соседней площади Свободы.
Женщина на видео оказалась сотрудницей зоопарка, она провела с ней какое-то время в сквере. На кадрах видно, как она говорит что-то зверю, потом надевает на него свою желтую куртку. Позже опубликовали съемку, как шимпанзе в сопровождении 3 людей едет на велосипеде по направлению к воротам зоопарка. Как итог, харьковчане за свою любовь и преданность однозначно заслужили этот новый прекрасный зоопарк и бесплатный вход.